Я тут в гроте гнездо вороны нахожусь, и у меня проверка микрофона. Вот такие у меня петлички появились. А то там все постоянно на звук жалуются. И вот решила проверить. Я сейчас в походе, который не снимаю. Вот, пошла по гротам по своим проверить, так сказать. И принести вот такие папочки, чтобы книги записи сюда убирать. Тут у меня вообще папки не было. А в светлом гроте там уже вся порвалась, я все забывала туда принести. И там уже тетрадь заканчивается. Я еще тетрадь туда хочу принести, чтобы та закончится и вторую начать. Вот, и заодно решила микрофоны проверить. Вот сколько черемши. Целые плантации. Сейчас я черемшульки пособираю. Вот уже чуть-чуть сорвала, уже чуть-чуть поела. Поход не снимаю. У меня вообще нет таких походов, где бы я что-то собирала. Обычно так хожу, собираю, без съемки. Вон сколько ее много. Долго не буду зависать. Мне много не надо. Так, на салатик насобираю. Ну вот, собрала немножечко тут. На салатик мне хватит, в принципе. Мне многое не надо. Я ж не за черемшой сегодня шла, а просто по гротам, так сказать, по своим хожу. Хозяйничаю. Проверяю, все ли там нормально. Вот. Ну и заодно, да, думала, посмотрю, как тут с черемшой дела обстоят. Ну, они вроде неплохо обстоят. Спасибо тайге. Подкармливает нас витаминчиками. Тут, кстати, такой лес дремучий. Но он таким кажется. Ну, в этом месте именно он такой дремучий. Мне нравится. Такой прям дремучий-дремучий. Заросший весь. Идти трудно. Это еще трава не сильно выросла. И кусты еще лысые стоят. А так лес тут такой труднопроходимый. Вот, и сырость, тут влажность большая, поэтому здесь черемша растет. Ну и мишки тут ходят тоже. Видели не раз тут следы, я и сама видела, я и какашки тут мешанины видела. Но вот сейчас шла, не видела ничего, ни следов, ни какашек. Так что будем надеяться, что все обойдется. Так красиво уже везде становится. Вообще прям глаз радует. Наконец-то вот у нас конец мая, сегодня 29 мая. Уже, считай, лето на носу. И только-только начинает вот все, так сказать, оживать. Весна началась уже в конце, когда лето должно быть. Вот в такие моменты я начинаю жалеть, что я не снимаю поход, потому что так красиво вокруг, столько цветочков всяких. Река поднялась высокая сейчас. Везде все бежит, кое-где даже лед еще лежит там вот в начале у речки. Еще лед есть. А где-то вот цветочки расцветают, листочки нежно-зеленые такие. Так печально, что не снимаю. Вроде пошла, думаю, да, пойду просто погуляю, как обычно. И не буду снимать. А сейчас иду, жалею, думаю, надо было снять. Красота такая везде. Ну уже все, не снимаю я поход. Белочка там сидит. Разговаривает. Эх, жаль, плохо видно. Ну сколько фиалочек. Дикие фиалки. Красивые. А это спирея молодая. Ну как молодая, листочки молодые. Смотрите, какие нежные, маленькие. Красивые. Цвет такой. Вот так вообще. Вот. У нее вон
бутончики маленькие. Она скоро зацветет, так красиво она цветет очень. Такие будут белые цветочки пушистые. А этот красавчик цветок Адонис. Вон, паучок там ползает. Вон, не видно его. А это медуница. Полезный, вкусный цветок. Но я его никогда не ем, мне всегда жалко. Бывают просто вот такие фиолетовые, а бывают вот такие смешанные, розовые с фиолетовым. Так красиво смотрится, как букетик такой разноцветный. А вот это сделали косули, либо моралы, может еще кабарга. Они так обычно объедают акацию бедную, всю прям объели, все стволы. Явно она была очень вкусная. Ёшкин кот, так обидно. Поднимаюсь на хребет, и тут лиса как драпанет. Я просто вообще не успела даже среагировать, она так быстро убежала. Вот полутовка рыжая. Даже телефон не успела достать. Вообще у нее просто молниеносная реакция. Такая драпанула сразу резко, только хвост один мелькает. Жалко. Здесь, кстати, я саму лису никогда не встречала. Они, видимо, вот такие пугливые, быстро убегают. Но следы всегда есть. Особенно зимой их видно. Такие дела. Жалко, не успела снять. Был бы в руках у меня телефон, я бы успела хоть немножко. Смотрите, сколько полыни. Полынь разных сортов бывает. Вот это моя самая любимая. Нежная, пушистая, очень вкусная. У нее такой запах, знаете, напоминает, как сказать, не мяту, а мелису. Вот мелису напоминает. Прям вот разомнешь вот так в руке, и пальцы так вкусно начинают пахнуть. Я вот ее все время собираю. Самое время ее собирать сейчас. Но сегодня я не буду, надо на днях сходить собирать. Скоро вот и у сосенок уже будет. Подрастут вот эти побеги молодые. Их уже сейчас можно собирать, но еще рановато. Вот, жду, когда они подрастут. В этом году у нас все с опозданием. Немножко еще подождать. Недельку, я думаю. На следующей неделе, наверное, уже можно собирать. Вот, они тоже очень полезные. С них можно и настойки делать. Но я вот собираю на чаи зимой. Вообще обожаю пить чай вот с этими молодыми ростками сосны. Только их нужно правильно собирать, чтобы не навредить сосне. Вот. И еще очень люблю пихточки молодые, побеги собирать. Но их еще вообще нет. То есть в городе есть, где у нас пихточка растет. А вот в тайге еще не вижу, чтобы молодые побеги пошли. Нету еще. Это в июне. В июне, да, обычно собираем. Вот. Очень люблю побеги молодой пихты с чагой. Очень прям сочетается. Вкусно и полезно. Прям аж слюнки потекли. Камера не передает. Вот эта акация молодая. Ну, листочки молодые. Прям нежные-нежные. Такой цвет. Очень красиво. Как я люблю весну. Именно вот за эти цвета. За вот эту молодость, нежность, сочность. Очень красиво. А вот чуть ниже спирея скоро зацветет. Уже видите, какие бутончики красивые. А вот смотрите, лиственница. Вот это прям молоденькая лиственница. Не только мягкие иголочки у нее молоденькие. Ну и сама она, смотрите, какая малюсенькая. Совсем малышка. И нежные такие иголочки. Но они не иголочки, это у них листочки такие в виде иголочек. Мягкие-мягкие. Она их на зиму сбрасывает, как и все любые деревья лиственные. А весной у нее снова вырастают. Красотка какая. Не знаю, слышно или нет. Сегодня кукушек так много раскуковались. И там кукуют. А я уже над гротом подхожу, над вторым. И вот дрова мои заготовлены. Такая поленница красивая на таком фоне. На таком вот шикарном. Тут всегда красиво очень. А летом вообще. Вот так вот, за любованием вокруг, за небольшой съемкой, я и дошла до второго грота потихонечку. Собирание черемши. И вот уже спускаюсь к светлому.
Да, наверное, сегодняшний поход нужно было снимать. Столько всего интересного рассказала, показала. А выложу не на основном канале, а на втором. Ну ладно. Самые мои преданные настоящие подписчики-то точно посмотрят. Смотрите, сколько ирисок. Ну, ирис такое растение. А вам, наверное, плохо видно сквозь эту всю зелень. Вон, видите, такие фиолетовенькие везде. Так много их тут. Вот они, красавчики. Прям реально такие красивые. Очень. Их тут много-много. Так, среди травы плохо видно, конечно. Вот это примула. Тоже очень красивый цветок. Яркий такой. Камера что-то плохо фокусируется на него. Очень обалденный кустик такой. Ну а вот и грот во всей красе. С зеленью особенно красив. Дерево старое, раритетное, на котором сейчас кормушка висит. Привет, грот! Я пришла к тебе снова. А вот Марин корень. Бубочки съедобные вот эти. Но я не ем, мне всегда жалко. Ну еще их называют дикий пион. Вон он уже начинает цвести. Туда я не подойду, там тяжело подойти. Красавчик. Красота-то какая! Посмотрите, какие нежные листья. Такая зелень приятная, сочная. Она только весной такая бывает. А вот коровяк, пушистик. Флисовый пушистик я его называю. Тоже полезное растение. Что, заходим в грот. Смотрим, как тут делишки. А тут вроде все хорошо. Все на месте. Снова проверка микрофона. Вот я его прицепила. Там я прослушала в том гроте. Получается, что даже волосы, когда попадают, он шумит, шуршит. Вот. И с микрофоном, получается, сильно ничего не поделаешь. Что только если вот так вот сидеть и с вами разговаривать. Тогда, ну, будет нормальный звук. Если там ветер может где-то, он вряд ли будет мешать. Вот. А если я буду что-то делать, двигаться, то микрофон этот не поможет, потому что по нему постоянно будет что-то попадать. То кофта там будет шуршать, то завязки от кофты, то капюшон, то волосы попадут. Ну, и ветер тот же, мне кажется, будет все равно мешать. Вот. Сижу тут, отдыхаю, передыхаю. Долго не буду сидеть, потому что времени у меня немного. Костерчик пришлось вот запалить небольшой. Пришла, а тут мусора полно от туристов. Не люблю таких туристов вообще. Вот. Мне кажется, если уж в такую даль пришли люди, принесли с собой что-то, ну как вот рука поднимается оставить, да? Я не знаю. Вот, пришлось запалить костер, потому что каждый раз выносить мусор за туристами, ну это я, например, не могу, потому что, ну ладно, когда там 2 фантика, да, оставят, там, ну, бутылку одну, бывает, вынесу, бывает, по хребту иду, там тоже мусор собираю, выношу за всеми. Вот, а здесь пришла, тут достаточно много мусора было, и банка из-под пива, и всякие куски какие-то, осколки от чего-то пластиковые, в общем, пакетики всякие, мусора полно, и пришлось вот небольшой костерчик запалить, сжечь. Понимаю, что это вредно на природе, сжигать такой мусор, но каждый раз мешками выносить. Тут банки постоянно оставляют. Ну, банки я вот выношу за этими свинотами. Обидно. А если не будешь вот так почищать, превратят в свалку просто и все. Вот так приходят чисто, все-таки не все мусор оставляют. Вот, заменила там тетрадь.
Ну, тетрадь не заменила, принесла вторую, та уже скоро первая закончится, тетрадь, которая для записей, посещений. Вот, и принесла вторую тетрадь, и принесла новую папочку. Теперь там все цивильно и красиво, а то старая уже вообще разваливалась, и я все каждый раз то забывала, то потом купила, принесла, она не подошла по размерам. Вот в этот раз специально пошла в магазин, купила 2 папки. В этот грот, в гнездо вороны, в котором я первом была. Вот, и принесла туда и сюда по папке. И сюда еще тетрадь. Такие дела, сейчас чай попью. Дым, пожалуйста, только не в меня. Чай попью и пойду обратно. До встречи на моем канале. Косуля. Косуля там. Не пойму, на меня она смотрит или нет. Все, унеслась, блин. Очуметь, я еще так громко шла. Вон еще одна. Ё-моё, может там еще есть? Они же обычно группками ходят. Они молодые, что ли, совсем какие-то мелкие. Я иду, шумлю. У меня музыка играет от Мишань. Выхожу такая, она стоит, на меня смотрит. Вообще я очумела. Они обычно заранее убегают, и их вообще фиг увидишь, фиг встретишь, потому что, особенно если с музыкой идешь, они слышат заранее, убегают. Сегодня ни ветра сильного нет, то есть тихо, птицы поют, я иду шумно. Как они меня не услышали? Все, унеслись. Вроде больше нету. Очуметь, жалко, что я все-таки, на таком приличном расстоянии шла. А когда приближаешь, очень качество прям портится. Что я не смогла поближе снять. Если бы я тихо шла, я бы довольно ближе подобралась и смогла бы прям близко снять. Очуметь вообще. Именно вот здесь, на этой тропе, я никогда косуль не видела. Следов всегда полно. Вообще. Я уже, получается, недавно с Петрухой ходили на скалы верблюда. Я делала пост на ВК, на своей странице, и в Дзене делала. Ну и на Ютубе же тоже делала. Вот. Я тоже там чуть-чуть успела снять. Тоже мы косулю увидели, довольно близко. Самца косули. Вот. И сейчас уже второй раз это получается прям так близко. По дням я имею в виду близко. Вообще я так рада. Я обычно их часто вижу, но их видишь либо издалека, либо там где-то за кустами, их невозможно снять. Они там группой пронеслись быстро, то есть снять не успеваешь. А тут прям стоит такая, на меня смотрит.